Все, теперь можем пытаться снять крышку. Ох, как много пыли. Вот, придется нам еще от пыли избавиться. Это у нас была последняя чистка пыли, когда я менял кулер. Несколько лет назад. Тут надо другую отвертку. Специальная отверточка. Вот так выглядит у нас карман, где вставлена SSD-шка. Вот, теперь мы ее вынимать будем. Вот здесь вот я так чуть-чуть на себя поднял и так вот вытащил. То есть он был плотно засунут в карман. И вот нужно его было чуть-чуть вот сюда вот поддавить. Вот в эту сторону, но не сильно. И потом он легко, вот так палец засовываем, и он легко вышел из кармана. Вот это карман называется для внешнего SSD диска, SATA диска. Можно не только SSD, можно просто обычный ноутбучный диск. Очень аккуратно засовываем, чтобы шлейф не повредился. Так, теперь можно закрутить эти болтики, да. Теперь можем поместить диск. Только наклеим туда еще вот этот вот стикер, чтобы его можно было легко вынимать в будущем, если не придется вынимать. Вот так наклеим стикер. Вот. Теперь его можно поместить на место.
Закрутить. Отвертка не так. Все, теперь мы сделали обратно. Теперь будем собирать уже MacBook. Ну, пару слов о кармане. Вот он был вот так вот он выглядел, когда я купил. К нему шел USB кабель. Он мне был нужен, чтобы я мог протестировать, работает ли вообще с моим оборудованием этот SSD диск. Поэтому карман я подключал через USB. Вот сюда вставлял SSD диск. И он заработал у меня еще при покупке. Проверил его на Windows. А потом дома уже установил на него на MacBook операционку. Проверил, что операционка загружается. Точнее, я клонировал операционку свою на него. И проверил, что она загружается. После этого я поставил уже SSD-шку внутрь MacBook. Сейчас мы протестируем, как она будет работать. Предыдущий жесткий диск моего MacBook вставляю в карман. Вот уже вставил. И вот будем его использовать как дополнительная память. Вот. Посмотрим. Сейчас я буду собирать обратно. Стараемся болтики в те же самые отверстия, чтобы не было никаких неожиданностей. Также я их так и располагал, когда выкручивал. Отвертки купил в ларьке, в обычном хозяйственном ларьке. Не обязательно покупать профессиональные отвертки для того, чтобы выполнить несколько раз в несколько лет такие действия. Можно использовать недорогие отвертки. Так, ну, теперь можем проверять результат. Включаем. Вот у нас появляется, он запускается через новый диск. Ну, раз уже появилось яблоко, значит все нормально, я считаю. То есть до этого мы загружались через USB, он был подключен, а сейчас он уже напрямую в SATA разъеме. То есть скорость должна быть еще больше. Сейчас запустится, и я начну проверять. Вот видите, уже запустился. Ну, теперь можно попробовать опять протестировать работу программ тех же самых. Допустим, вот проводник. Видите, с какой скоростью он открывается. Теперь вот Chrome. Тоже очень быстро. Ну и наш проект откроем. Тот же самый проект.
Все. Вот моя песня. Быстро отгрузилась. Все работает. Быстро открываю, пожалуйста, разные функции программы. Вот загрузка лупов раньше очень тормозила. Петлей Apple. Сейчас очень быстро открылось. Вот это место, оно у меня зависало, потому что это все обращение к диску. Теперь вы видите, с какой скоростью я могу послушать разные звуки.